Вы когда-нибудь задумывались о том, что самое мощное лекарство, способное защитить вашу кошку от рака, диабета и мучительных инфекций, прямо сейчас пылится на вашей кухонной полке? Оно стоит копейки, оно доступно в любом магазине, и, скорее всего, вы сами пьете его каждое утро. Но если вы упомянете об этом в кругу владельцев животных, на вас посмотрят как на безумца. Кофеин токсичен. Ты хочешь убить свою кошку. Это безответственно. Вот те слова, которые вы услышите в ответ. Но что, если я скажу вам, что мы десятилетиями игнорировали один из самых мощных биологических инструментов истории медицины из-за мифа, который рассыпается при первой же попытке подставить к нему элементарную математику? Сегодня мы сорвем завесу тайны с зеленого чая недооцененного суперфуда, который может подарить вашей кошке годы здоровой жизни. Мы разберем кофеиновую математику, узнаем, почему экстракт EGCG– это кошмар для раковых клеток, и я дам вам пошаговые инструкции, как превратить обычный чайный пакетик в средство для спасения почек, зубов и зрения вашего питомца. Это не просто видео о чае, это видео о том, как перепрошить здоровье вашей кошки, используя силу природы, которую 99% владельцев просто смывают в раковину. Глава 1. Кофеиновый парадокс. Математика против страха. Давайте сразу разберем слона в комнате. Кофеин. Нам годами твердили, что кофеин– это яд для кошек и собак. И это правда. В определенных концентрациях. Но дьявол кроется в деталях, которые ветеринары холесты называют кофеин 101. Чтобы у кошки весом около 4-5 кг 10 фунтов появились хотя бы малейшие клинические признаки беспокойства, ей нужно употребить минимум 100 мг кофеина. Чтобы дойти до реально токсичного порога, цифры должны быть в разы выше. А теперь посмотрите на чашку правильно заваренного зеленого чая. В ней содержится всего около 35 мг кофеина. Математика неумолима. Чтобы ваш кот ощутил хотя бы легкое возбуждение, он должен выпить 3 полные чашки чая за один присест. Вы когда-нибудь видели кошку, которая добровольно выпивает литр жидкости за раз? Это физически невозможно. Мы находимся в милях, в сотнях миль от любой потенциально токсичной дозы. Мы используем отмеренные, крошечные количества, обычно около четверти чашки на 9 кг веса в день. Это безопасно. Это проверено. И если у вас все еще дрожат руки, у нас есть идеальный обходной путь. Зеленый чай без кофеина. Декаф. Он сохраняет все свои магические свойства антибактериальные, противогрибковые и противораковые, но при этом абсолютно лишен даже тени стимуляции. Глава 2. Биологическая броня. Что скрывается внутри листа? Зеленый чай– это не просто крашеная вода. Это сложный коктейль из соединений, которые современная наука только начинает по-настоящему понимать. В центре этого коктейля стоит ЕГЦГ, эпигаллокатехингалат, флавоноид, обладающий почти сверхъестественными свойствами. ЭГСГ– это мощнейший антиоксидант, и, что более важно, вещество с доказанными противораковыми свойствами. Существуют горы исследований, подтверждающих, что этот нутриент может не только предотвращать появление опухолей, но и дополнять основное лечение рака, делая его более эффективным. Он работает как диверсант внутри организма, выискивая клетки, которые начали вести себя неправильно, и блокируя их способность к размножению. Но это только начало. В зеленом чае живет уникальная аминокислота L-тианин. Это вещество известно как успокаивающий химикат. Если ваша кошка страдает от повышенной тревожности, если она постоянно находится в стрессе или у нее проблемы с мочевыводящими путями на нервной почве, L, тианин в чае без кофеина может стать тем самым мягким седативным средством, которое вернет ее в состояние дзена, не превращая при этом в овощ. Глава 3. Спасение улыбки. Как сэкономить тысячи на стоматологе? Давайте будем честны. Чистка зубов у ветеринара– это кошмар. Это общий наркоз, это огромный риск для пожилых кошек, и это счета на тысячи долларов.
Но что, если я скажу вам, что ежедневное промывание рта зеленым чаем может радикально изменить эту ситуацию? Зеленый чай обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным действием. Он атакует зубной налет, ту самую липкую пленку бактерий, которая со временем превращается в зубной камень и вызывает гингивит. Бактерии просто не могут удерживаться на поверхности зубов в среде, пропитанной полифенолами чая. Как это сделать? Вам не нужно заставлять кошку полоскать рот. Просто возьмите шприц без иглы, наберите 3-5 мл свежезаваренного и остывшего зеленого чая и аккуратно промойте боковые поверхности зубов и линию десен. Делайте это 1 раз в день. Вы заметите, как воспаление уходит, а дыхание становится свежим. Это копеечное средство может стать барьером, который не пустит вашу кошку на операционный стол стоматолога. Глава 4. Внутренний целитель. Диабет, жир и почки. Если ваша кошка борется с лишним весом или диабетом 2 го-типа, зеленый чай – ваш лучший союзник. И вот почему. Он работает на 2 уровнях одновременно. Во-первых, он повышает скорость метаболизма. Это особенно важно для кошек с жировыми опухолями-липомами. Повышая метаболизм, мы помогаем организму быстрее расщеплять жировые запасы и потенциально уменьшать эти образования. Во-вторых, зеленый чай борется с хроническим системным воспалением, которое всегда сопровождает диабет. У кошек-диабетиков воспаление часто поражает клетки поджелудочной железы или делает клетки организма нечувствительными к инсулину. Снижая этот воспалительный фон, мы можем снизить необходимую дозу инсулина, а в некоторых случаях полностью перевести кошку на диетическое управление болезнью. Но самый удивительный эффект проявляется в мочевом пузыре. Когда кошка пьет зеленый чай, его антибактериальные и противовоспалительные компоненты концентрируются в моче. Это делает его идеальным средством для борьбы с ИМП, инфекциями мочевыводящих путей и облегчения состояния. При заболеваниях нижних мочевыводящих путей у кошек, ФЛЮТ-Д. Секретный рецепт для ИМП. Заварите полную чашку зеленого чая и добавьте в него 1 столовую ложку натурального меда. Мед усиливает антибактериальные свойства чая. Давайте кошке этот микс в дозировке 1-4 чашки на 9 кг веса дважды в день в течение 10-14 дней. Это природная альтернатива антибиотикам, которая работает изнутри. Глава 5. Магия наружного применения глаза, уши и кожа. Зеленый чай настолько универсален, что его можно использовать буквально с головы до хвоста. Если у вашей кошки есть хот-спот, участок острого воспаления на коже или аллергическая сыпь, не спешите за гормональными мазями. Возьмите марлю, пропитайте ее концентрированным настоем зеленого чая и протирайте пораженную область. 2-4 раза в день. Это снимет зуд, уничтожит патогенные бактерии и грибки и позволит коже начать процесс заживления без агрессивной химии. Для глаз. Если вы заметили у кошки признаки поверхностной инфекции или припухлость на веке, похожую на ячмень зеленый чай справится и здесь. Заварите крепкий чай. Лучше без кофеина для глаз, дайте ему полностью остыть и закапывайте по 2-3 капли в угол пораженного глаза. 3-4 раза в день. Инфекция обычно проходит за 3-5 дней. Для ушей. Ушные инфекции, вызванные дрожжевыми грибками или бактериями, это бич многих домашних кошек. Зеленый чай обладает противогрибковыми и противовирусными свойствами. Наберите теплый, не горячий, концентрированный чай в шприц, закапайте 3-4 капли в основание уха и тщательно помассируйте. Это поможет снять красноту, уменьшить воспаление и подавить рост микробов. Глава 6. Мастер-класс по завариванию 20-минутное правило. Чтобы зеленый чай действительно стал лекарством, вы должны научиться его правильно готовить. Вы не можете просто окунуть пакетик в воду на минуту и ожидать чуда. 1 концентрация. Для лечебных целей нам нужен насыщенный раствор.
Залейте один пакетик или чайную ложку заварки половиной чашки горячей воды. 2. Время. Это критически важно. Вы должны дать чаю настояться минимум 20 минут. Только после длительного заваривания в воду выходят все те самые полезные флавоноиды, антиоксиданты, о которых мы говорили. 3. Свежесть. Готовьте новую порцию каждый день. Не используйте вчерашний чай, его биологическая активность падает, а риск размножения бактерий в самой воде растет. 4. Температура. Всегда давайте чаю полностью остыть перед применением, особенно если вы используете его как капли для глаз или ушей. 5. Для кист и желез. Если у кошки воспалилась анальная железа или появилась сальная киста, используйте теплый компресс. Приложите теплую марлю, смоченную в концентрированном чае, к пораженному месту на 5-10 минут. Тепло поможет расширить проток, а компоненты чая снимут воспаление и помогут содержимому выйти наружу. Заключение. Верните контроль над здоровьем. Зеленый чай – это не просто дешевое средство. Это символ того, как часто мы ищем сложные и дорогие решения там, где природа уже дала нам все необходимое. Математика кофеина доказала нам его безопасность. Исследования подтвердили его мощь против рака и диабета, а практика показала его эффективность в лечении глаз, ушей и зубов. Вы можете продолжать тратить тысячи на ветеринарные чистки зубов и дорогие мази, а можете потратить 5 минут своего времени и 50 центов на качественный зеленый чай. Это выбор в пользу осознанного владения животным. Начните с малого. Замените обычную воду в миске на слабый раствор чая без кофеина или просто промойте кошки. Десны сегодня. Вечером. Вы заметите разницу. Вы почувствуете гордость от того, что защищаете своего маленького сородича с помощью самого чистого и древнего средства в мире. Тот факт, что вы досмотрели это видео до конца, говорит о том, что вы именно тот владелец, который готов смотреть глубже маркетинговых этикеток. Напишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь давать своей кошке зеленый чай. Заметили ли вы эффект успокоения или улучшения состояния шерсти? Я читаю каждый ваш комментарий. Берегите своих питомцев. Будьте мудрыми, будьте внимательными и помните, иногда лучший ответ на сложный вопрос о здоровье скрывается в вашей собственной чашке чая. До встречи в следующем видео.